Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю вам посмотреть на топ-3 блюда для новогоднего праздничного стола. И я уверен, вам обязательно что-то понравится. Поехали! А для начала нам понадобится несколько штук отваренных шампиньонов. У меня были такие маленькие, и я использовал примерно 10-12 штук. Нам их нужно натереть на самую мелкую терку. Если не хотите возиться с теркой, их можно будет просто пропустить через мясорубку. Натертые грибы на несколько минут отставляем в сторонку. Далее нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных вкрутую. Их нужно будет разделить на белки и желтки. Белки мы пока что отставляем в сторонку, а желтки нам нужно натереть на ту же самую терку, что мы натирали шампиньоны, и сразу же в ту же самую тарелку. Вот это все нам нужно немножко посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И добавляем к шампиньонам и желткам примерно 1 столовую ложку майонеза. Затем вот это все нужно очень хорошо перемешать до однородного состояния. Итак, первая намазка, первый слой у нас уже будет готов. Мы отставляем его пока что в сторонку. Далее нам понадобится глубокая тарелка и 150 грамм твердого сыра. Твердый сыр берите по своему усмотрению. Берите тот, который больше всего любите. Натираем его на мелкую терку. После того, как натерли твердый сыр, в ту же тарелку на той же терке мы будем натирать белки из 4 куриных яиц. Далее нам понадобится еще 2 плавленых сырка. Их мы тоже будем натирать на мелкую терку в эту самую тарелку. Но маленький такой лайфхак. Чтобы сырки не прилипали к терке, нужно взять подсолнечное масло, кисточку и терку с 2 сторон аккуратно смазать вот так вот подсолнечным маслом. Ну и вот посмотрите, после того, как смазали терку, берем сырки и начинаем их натирать. Сырки натираются очень легко и нигде ничего не прилипает. Затем все, что у нас есть в глубокой тарелке, нужно немножко все поперчить. Соль не добавляем, так как у нас 2 вида сыра, я думаю, соли будет предостаточно. Еще в эту глубокую тарелку мы будем добавлять чеснок. Нужно взять 3-4 зубчика чеснока и пропустить их через чесночный пресс. Далее сюда же нужно добавить примерно 2 столовые ложки майонеза. Если же вы не любите майонез, можно добавить греческий йогурт и немножко горчицы. Берем ложку и очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния, так чтобы все продукты между собой хорошо перемешались. Ну и дальше приступаем непосредственно к сборке нашей красивой и очень вкусной закуски. Берем небольшой лист пергаментной бумаги. Пергаментную бумагу можно заменить пищевым целлофаном. И нам понадобится еще вот таких вот 12 кружков салями. Салями должна быть именно вот такая вот большая, потому что с маленькой будет очень сложно скрутить рулет. И выкладываем ее вот так вот друг на друга, так чтобы между кусками салями нигде не было ни одного просвета. У вас должно получиться как будто бы один ровный пласт салями. Далее берем первую намазку, ту, что мы делали из желтков и грибов, и небольшим равномерным слоем нужно покрыть полностью вот этот большой пласт из салями, так, чтобы покрылась полностью вся площадь, нигде не оставляйте просветов. И особенно хорошо нужно промазать все края. После того, как нанесли первый слой, берем вторую тарелку и тоже аккуратно стараемся нанести второй слой. Тоже его нужно равномерно распределить по всей поверхности, но делайте так, чтобы слои вам не смешивались, чтобы получился отдельно белый слой и отдельно вот этот немножко темный слой. Второй слой наносится немножко легче, потому что он будет намного толще, нежели первый слой. И после того, как вы хорошо намазали второй слой, нам понадобится еще либо 1 помидор, либо красный болгарский сладкий перец. Его нужно нарезать будет вот так вот соломкой и аккуратно разложить примерно равномерно по всему слою. Я сегодня использую помидор, и если будете использовать помидор, старайтесь раскладывать так, чтобы в нем было как можно меньше сока. Пускай сок лучше останется в тарелке. После того, как вы все пораскладывали, берем за ближний край к вам и аккуратно начинаем сворачивать рулет. Старайтесь сделать так, чтобы он получился у вас как можно плотнее. К пергаменту ничего не будет прилипать, у вас должна будет получиться красивая, равномерная, как будто бы большая колбаска. Затем вот этот получившийся рулет нам нужно свернуть в этот же пергамент, на котором мы его готовили. Нужно свернуть его аккуратно и как можно поплотнее. По краям нужно завернуть так, как будто бы вы заворачиваете конфетку. И в итоге у вас получится как будто бы палка колбасы, завернутая в пергаментную бумагу. Отправляем наш рулет, так сказать, импровизированную большую колбаску в холодильник минимум на 2 часа, но в моем случае он будет стоять целую ночь. А с утра мы посмотрим, что же у нас получилось. Достаем рулет из холодильника, видим, что форму он держит очень хорошо, плотно, разворачиваем его из пергаментной бумаги, берем нож и нарезаем его на порционные куски. Видим, что при нарезании он форму держит хорошо, ничего нигде не разваливается, не разлопывается. В разрезе смотрится рулет очень красиво, а на вкус получается обалдеть как вкусно. Очень необычный салат на праздничный стол и не только. Ну что ж, вначале мы приготовим все продукты, а потом будем собирать салат.
первую очередь я беру отваренное куриное бедро и просто так вот руками разрываю его на ломтики. Каждый продукт, который мы будем готовить, мы будем отставлять в сторонку. Затем мы берем куриные яйца, отваренные вкрутую, и разделяем их на белки и желтки. Берем терку и на мелкую терку натираем вначале белки, полностью все. И точно на такую же мелкую терку мы натираем желтки. После того, как натерли, отставляем их в сторонку, но не смешиваем вместе с белками. Все оставляем в разных посудах. Затем нам нужно взять крабовые палочки и измельчить их. Я беру одну крабовую палочку, разрезаю на 4 ровных части, а затем еще вот так вот нарезаю небольшими, так сказать, кусочками. Ну что ж, а дальше нам остается только собрать салат. Я беру подходящей формочке тарелку, кольцо для сборки салата. На первый слой мы будем аккуратно укладывать куриное мясо, то, что мы заранее готовили. На второй слой мы берем ровно половину белков, тех, что мы натирали на мелкую терку, и нам нужно все вот это аккуратненько разровнять. Затем это все нам нужно посолить и поперчить. Дальше берем майонез и делаем сетку из майонеза. Затем нам нужно взять один плавленый сырок и натереть его на крупной терке. Этот плавленый сырок можно заменить еще копченым сыром. Берем вилку и аккуратно разравниваем вот этот слой с сыром. Он немножко будет клейкий, но все равно он легко и хорошо аккуратно разровняется. Затем берем опять майонез и опять-таки делаем сетку из майонеза. А затем только солим и перчим. Затем нам нужно взять небольшой кусок сливочного масла. Его нужно предварительно положить в морозиловку, чтобы оно хорошо замерзло. И тоже натереть его на крупной терке. Слой с маслом тоже аккуратно разравниваем вилочкой. В этом здесь не будет никаких проблем, потому что оно мерзлое, оно разравнивается хорошо. И опять-таки делаем небольшую сетку из майонеза. Дальше мы отправляем полностью те белки, что у нас остались, вторую половину. И тоже все хорошо, аккуратно разравниваем. Не забываем, что нужно посолить и поперчить вот этот слой. И снова делаем сетку из майонеза. Затем мы берем крабовые палочки и делаем небольшой слой. Опять не забываем про соль, перец. И вновь делаем сетку из майонеза. На следующий слой мы выкладываем маринованную кукурузку. Аккуратно все выравниваем. Не забываем про соль, перец. И делаем еще раз сетку из майонеза. И последний завершающий слой, который мы будем наносить, это будут натертые желтки. Этот слой будет завершающим. По нему нам уже не нужно будет делать майонезную сетку. Ну что ж, нам остается подождать часа 2 в холодильнике, чтобы наш салат немножко пропитался. А затем как-то украсить, и можно будет подавать к столу. Ну что ж, ребят, вот такая в итоге получается у нас красота. Салат получается необыкновенный. Очень сочный, нежный, вкусный. Как говорит одна моя хорошая знакомая, это салатик для нежной жены. Готовим курицу-гриль без гриля в обыкновенной домашней духовке, которая стоит в каждом доме. Даже если у вас нет функции гриля, курица приготовится не хуже, нежели в магазине, и я думаю, что вы навсегда откажетесь от покупки курицы-гриль в магазинах, потому что это будет сочно, вкусно, очень просто и интересно. Итак, после того, как вы приготовили курицу, хорошо ее вымыли, очистили от остатков перьев, нам нужно приготовить набор очень простых специй, которыми мы будем натирать курицу. В небольшую тарелочку добавляем 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки молотого черного перца, пол чайной ложки сладкой красной паприки, чуть больше, нежели пол чайной ложки любой по вашему усмотрению готовой приправы к курице, пол чайной ложки смеси перцев, чуть больше, нежели пол чайной ложки смесь пряных овощей и трав, а затем берем ложку и все вот это хорошо перемешиваем. Ну а дальше подготовим саму курицу. Берем чеснок чищенный, у меня здесь примерно 1 головка, каждый зубчик чеснока нам нужно разрезать пополам. Затем берем нож и вот так вот курицу прокалываем в нескольких местах. Вместо прокола нам нужно будет всунуть внутрь курицы дольку чеснока. Так сказать, курицу нам нужно нашпиговать чесноком. Чеснок нам придаст свой аромат и неповторимый вкус. В магазинах вам такое не сделают. И после того, как вы нашпиговали курицу чесноком, нам нужно ее будет натереть вот той смесью приправ, которые мы готовили. Так сказать, нужно произвести массаж для курицы. Натирайте курицу не спеша, аккуратно, чтобы полностью покрыть всю куриную тушку. После того, как вы ее натерли, отставляем ее на немножко в сторонку, хотя если вы хотите, чтобы она хорошо промариновалась, ее можно оставить на 1–1,5. Но я никогда не оставляю ее мариноваться. Всегда готовлю все быстро и за один раз. Дальше нам нужно взять пол-литровую банку, очищенную, без всяких наклеек, и заполнить ее наполовину водой.
В эту воду мы отправляем полностью всю оставшуюся смесь, ту, что мы натирали курицу. И так как нам ее будет мало, мы сейчас еще добавим немножко всех ингредиентов, которые мы добавляли для натирки. Здесь уже добавляем все без пропорций. Немного смеси перцев, немножко черного молотого перца. Добавляю еще пол чайной ложки соли, немного смеси пряных трав и овощей. Затем беру остатки чеснока и вот так вот понемножку их нарезаю сюда в банку. Также в банку нарезаю небольшое количество лука. Затем берем ложку, все хорошо аккуратно перемешиваем и немножко пробуем на вкус. Если вам покажется, что каких-то приправ или соли будет маловато, значит нужно добавить еще. Ну а затем берем курицу, и нам ее нужно немножко разрезать. Нам нужно сделать так, чтобы курицу усадить плотно, хорошо на банку. И затем стараемся сделать все аккуратно, чтобы банка не опрокинулась, а курица как можно плотнее и как можно сильнее налезла на банку, чтобы во время того, когда она будет выпекаться в духовке, она нам не перевернулась. Ну и вот примерно как-то так у вас должно будет все получиться. Курица как будто бы уселась на трон, хорошо, так сказать, сидит на этой банке. Дальше нам еще понадобится несколько небольших листов фольги. Фольгой нам нужно будет обернуть полностью все крылья и ножки. Это для того, чтобы во время выпечки они нам не сгорели. И вот примерно как-то так у вас должно будет получиться обернуть все фольгой. Затем мы берем курицу и вот так вот вместе с банкой устанавливаем ее на противень в духовку. Духовка должна у вас быть полностью холодная. Дальше нам нужно противень заполнить полностью водой. Толщина воды в противне должна быть не больше 1-2 мм. А затем мы закрываем крышку духовки, включаем огонь. И в таком положении курица у нас должна будет простоять при температуре 200 градусов примерно час 30, час 45. У меня курица в духовке простояла час 45 минут, и вот такая вот румяная она получилась. Дальше ее нужно аккуратно снять с банки. Здесь вам без помощника не обойтись. Затем нам нужно убрать просто фольгу, и все, курица готова, и ее можно смело подавать к праздничному столу. Ну и вот посмотрите курицу в разломе. Ломается курица легко, пропеклась она хорошо, мясо отстает от косточки очень-очень хорошо. Смотрите, сама курица получается сочная, мягкая, нежная и очень вкусная. Поделюсь небольшим секретом. Вот уже примерно где-то лет 10 такая курица идет у нас самым главным блюдом на наш праздничный новогодний стол. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравились вот такие вот 3 интересные блюда, обязательно поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. А если вы хотите еще найти для себя интересные рецепты для праздничного стола, читайте описание под видео. Там будет несколько ссылок. Ну а мы с вами встретимся, как обычно, в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч!